4 марта 2020 года НАСА опубликовала рекордную по качеству круговую панораму, выполненную камерами ровера Curiosity. Панорама содержит более 1,8 миллиардов пикселей и состоит из более чем 1200 отдельных снимков, снятых двумя цветными камерами Mastcam, расположенными на мачте, условной голове ровера. Если камеры Curiosity открывают перед нами окно в другой мир, показывая нам другую планету, то приборы, прибывшие на Марс в 2018 году станции InSight, дали ученым НАСА достаточно данных для публикации в марте 2020 года работ, содержащих новую информацию о внутренней структуре, магнитном поле Марса и его атмосферных явлениях и закономерностях. Составное изображение снималось с одной точки по 2 часа в день в течение 7 дней с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. Период съемки характеризовался автономной работой ровера по заранее заложенной сложной программе, тогда как команда миссии ушла на праздники в честь Дня Благодарения. Операторы запрограммировали сложный список задач, который включал в себя наведение мачты ровера и обеспечение того, чтобы изображения были в фокусе. Для обеспечения равномерного освещения день ко дню время съемки ограничивали промежутком между полуднем и 14:00 по местному солнечному времени. Месяцы кропотливой работы специалистов НАСА по сшивке и состыковке снимков принесли нам этот результат. Панорама сшита из снимков, предоставленных двумя цветными камерами Mastcam, расположенных на условной голове ровера. Одной с узкоугольным объективом высокого разрешения и другой с объективом среднего угла поля зрения для создания панорам в более низком разрешении. Тело ровера и местность у колес Curiosity находятся слишком близко к телеобъективу камер Mastcam и могут быть сняты только камерой среднего поля зрения. Изображение вблизи сильно растянуто, так как это 360-градусная круговая панорама, растянутая на плоскость. Тем не менее, на корпусе Curiosity можно внимательно рассмотреть детали. Под колесами ровера и вниз по склону простилается глиносодержащая область Глен-Торидон, миллиарды лет назад богатая водоемами и водными потоками область. Осыпающийся утес – это край фронтона Гринхьюм, куда Curiosity заехал в начале марта 2020 года. Фронтон Гринхьюм представляет собой обширный скалистый слой, покрывающий одну из сторон горы Эолида. Скорее всего, он сформировался, когда озеро уже исчезло и гора приобрела свой нынешний вид. Когда в ноябре 2018 года НАСА приступило к выполнению миссии InSight на поверхности Марса, оно положило начало двухлетней программе по изучению сейсмической активности и внутреннего строения Марса. В конце февраля 2020 года была опубликована серия исследований, рассматривающих результаты первых 12 месяцев работы спускаемого аппарата на марсианской поверхности. Говоря о сейсмической активности планеты, в новых исследованиях авторы рисуют внутреннюю картину Марса как активную, хоть и слабую по сравнению с землетрясениями на нашей планете. InSight зафиксировал более 450 сейсмических сигналов. Это намного больше, чем ожидалось, хотя только 174 из них были обнаружены в первые 10 месяцев миссии, что отражено в опубликованных результатах.
Считается, что на Земле землетрясения вызваны движением тектонических плит и их притиранием друг к другу. У землетрясения Марса другая причина. В отсутствии тектонических плит и ввиду остывания планеты поверхность испытывает сжатие, во время которого должны проходить разрушения, приводящие к внутренним сейсмическим событиям. Сейсмические данные содержат две обширные категории марсотрясений. 150 из них были относительно слабыми событиями, распространение волн которых происходило через внешнюю кору Марса. 24 из них были мощнее, и их источники располагались глубже. Возникая в разных местах марсианской коры, самые мощные события обнаруженных станцией InSight были от 3 до 4 баллов по шкале Рихтера, при том, что разрушение поверхностных структур может происходить при силе землетрясения в 5,5 баллов и больше. Новая загадка открылась в изменениях измеряемых частот разных марсотрясений за данный период времени. Слабые события показывали неизменную частоту, тогда как более сильные увеличивали частотность. Ожидания, что сейсмометр станции InSight может засекать метеоритные удары, не подтвердились. Все данные, полученные миссией, пришли из глубин планеты. Ученые все еще ждут более мощное сейсмическое событие, вибрации от которого смогли бы проникнуть в глубину ядра и мантии Марса и по возвращению быть зафиксированными чувствительными датчиками прибора SEIS. Часть сильнейшей сейсмической активности была сосредоточена в регионе траншеи Цербера. Там возникли два сильнейших события. Разломы марсианской коры, наблюдаемые в траншеях Цербера с орбиты, могут быть связаны с недавней вулканической и тектонической активностями, а недавние особи валунов могут быть следствием сейсмической активности. Траншеи Цербера также содержат древние водные каналы, которые совсем недавно были частично заполнены лавой, возможно, всего 10 миллионов лет назад. А 2 миллиона лет назад сейсмическая активность разрушила некоторые из этих русел. В новом исследовании, посвященном атмосферным наблюдениям станции InSight, сообщается о обнаружении гравитационных волн, множества полевых вихрей и устойчивого фонового гула в инфразвуке. Помимо набора приборов для выполнения основной задачи миссии по изучению внутренней структуры Марса, на борту станции InSight имеется отдельный набор приборов, называемый набором вспомогательных датчиков полезной нагрузки, выполняющий измерение температуры, ветра, атмосферного давления и силы магнитного поля на месте посадки. Наблюдения показали ожидаемый результат сильных суточных колебаний температуры в условиях тонкой марсианской атмосферы. Неожиданностью стало наблюдение гравитационных волн, схожих с аналогичным явлением в атмосфере Земли. Подобные волны возникают в жидких или газообразных средах и вызываются нарушением равновесия составляющих в соответствующей среде. Также станции InSight впервые удалось измерить предсказанный инфразвуковой гул. Это низкочастотный гул, который находится за пределами диапазона человеческого слуха, ниже 10 Гц. До сих пор остается загадкой, что именно вызывает подобные сигналы. Их изучение продолжается. Из интересных результатов наблюдения станции также стоит отметить нахождение собственной светимости атмосферы планеты и серебристых облаков. За год наблюдения сенсоры давления и датчики ветра станции InSight зафиксировали тысячи близких прохождений полевых вихрей. К удивлению ученых НАСА, камерам InSight ни разу не удалось запечатлеть даже один вихрь, при том, что камеры включались и делали серии снимков в период фиксируемой активности с утра и после местного полудня. Исследователи пришли к выводу, что в условиях сухой атмосферы Марса пыль, находящаяся в воздухе, оказывает чрезмерное влияние на тонкую атмосферу, контролируемую солнечным светом. Пыль в атмосфере способствует появлению гравитационных волн на поверхности, но у ученых пока нет четкого понимания работы подобного механизма.
Другое из недавно опубликованных исследований поделилось некоторыми довольно интересными результатами изысканий о магнитном поле Марса. До недавних пор у ученых не было данных о силе магнитного поля над небольшими участками Марса. Станция InSight впервые использовала магнитометр для измерения силы поля на поверхности, тогда как раньше лишь спутниковые миссии могли проводить исследования магнитного поля с орбиты с высоты от 150 км и выше. Новые данные дали ценные подсказки о внутренней структуре планеты и верхней атмосферы Марса, что также дает лучшее понимание строения группы планет внутренней Солнечной системы. Помимо того, что магнитное поле на поверхности оказалось в 10 раз сильнее ожидаемого, данные подразумевают, что источник этого магнитного поля находится внизу, под поверхностью на глубинах от 30 метров до десятков километров. Другим интересным открытием было обнаружение колебаний локального магнитного поля в период между днем и наступлением ночи. Также короткие пульсации в поле, возникающие около полуночи и продолжающиеся всего несколько минут. Ученые предполагают, что они могут быть вызваны взаимодействиями между солнечным излучением, межпланетным магнитным полем, поддерживаемым потоком заряженных частиц, происходящих от Солнца, и частицами в верхних слоях атмосферы, которые создают электрические токи и, следовательно, магнитные поля. В скором времени исследователи смогут сопоставить данные о магнитном поле, полученные от станции InSight, с данными, полученными искусственным спутником Марса Maven с орбиты. Также изменяющиеся во времени магнитные поля могут быть очень полезны для будущих исследований структуры внутренней проводимости Марса, которая связана с его внутренней температурой. В 2020 году миссия InSight должна предоставить гораздо больше данных, особенно если тепловой зонд прибора по исследованию внутренних тепловых потоков Марса будет успешно развернут. Миссия продлится еще 1 год, и к этому времени прибор эксперимента по изучению вращения и внутренней структуры Марса будет иметь данные для анализа, накопленные за 2 года. Все эти данные раскроют еще более четкую картину внутреннего строения Марса. В конце 2019 года НАСА опубликовала новое исследование, которое может относиться к будущей миссии человека на Марс. Запасы водяного льда, которые залегают на глубине от 10 до 60 сантиметров, обнаружены на равнине Аркадия, отмеченной на анимации. Ученые использовали комбинированные данные тепловой и радарной съемки от автоматических межпланетных станций НАСА MRO и Mars Odyssey, а также фактические данные от эксперимента с ковшом спускаемого аппарата «Феникс». Подповерхностный лед на Марсе расположен в основном в умеренных широтах планеты. Но там присутствуют не самые благоприятные погодные условия. На экваторе Марса температура часто значительно выше. Северное полушарие рассматривается как кандидат для посадки из-за своих географических свойств. Северной низменности до 3 километров ниже южных Нагорий, и атмосфера Марса толще, что дает космическому кораблю больше времени на маневры торможения, совершаемые при посадке. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Канал «Эстетика будущего» — это хобби одного человека. Автору хочется выдавать качественный контент, что требует времени, так что спасибо за ожидание. Чтобы автор мог уделять больше времени каналу, помогите его продвижению комментариям, отметкой «Мне понравилось». Также делитесь видео в социальных сетях. Вступайте в группы канала на Facebook и в Telegram. Там довольно часто публикую научные новости и даже GIF-картинки. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!